понятно. России, потому Сам. что я собирался на какое-то лето. Вот. И я туда зашел, когда там они спрашивали, кто вы такой, там, Ну, что понятно, вы кто представляете. такой? Я говорю, вот из Свердловска. А у вас на Приполярном, вот что запомнил на всю жизнь, а у вас на Приполярном Урале группа погибла. А группа это секретная. Ну, вот я помню, что вы подумали. Да, да, и я Радовались, там что Седов, сам Седов был, Мгм. ну, я же был, мои близкие, Это у которых палатка подгорела, да? столь же Мгм. близкие друзья, как и дятловцы. Ну, Вот. они вместе, они, ну, параллельно, у них походы параллельно. Они-то вот без палатки ведь прожили. Причем морозы там вообще были под 40. подожди, не Ну, перебивай. это все. Они мне об этом сказали. Я уже построил этот модель. Когда я приехал в Свердлов, то вот потрясенная вот этой мыслью, что я встречаю не то Седова, не то значит, тоже кто-то, когда, значит, я вот, А они уже сказали, погибла группа на тот момент. То есть получилось, что они с 27-го уже знали, что группа погибла. А вот этих вот московских мастеров, вы их не касались? Вот Бардин, господи, Баскин, Бардин, Шулешка. Они же, по идее, это вот на перевале, это были параллельно вам. Ну вот уже, то есть вы числа 5-6, или они улетели, а вы купили. ну, То есть вы их не за... Петр Иванович, а вот этот кокаин вы сказали, он Биткоин с вами был, да? Это физик, да, знаменитый? да. А он какими путями на туда альпинизм? попал вообще? Он тогда ведь про авиацию не было известно ничего, да, к тому времени? Ничего неизвестно. И он... А Чего он вообще прилетал? Подождите. Такая... Он председатель альпинистской секции института. Именно на этой должности он То есть он попал, да? альпинист. Как- Вот Он был. преподаватель физики. Это не тот Кикоин, который его брат, который знаменитый. знаменитый, Вот я их знаменитый путал. физик, Но это тоже который физик. лауреат там каких-то ленинских премий и так далее, академик и всего Так. прочего. А это просто преподаватель, доцент физики. Ну, Но его брат. ага. А вот он только там Ну, был... как Вы альпинист, его его наблюдали, так сказать, чисто. Вот. А я набрать группу. все-таки думал, что это тот Иоффе. Нет, нет, нет. Нет, нет, это Абрама. Я еще это подумал, как он мог Константин, Что-то туда. такое, да. Ну, этот вот Кикоин, он там все-таки физика не изображал, он чисто вот с вами был как альпинист. Он как альпинист. То есть Да. ничего другого, он никуда не отходил, ничего. Нет. А вообще, как вот при вас, когда все это обнаружили, как вы впечатляли? Вот впечатление, вы говорите, вы техногенщик. Вот почему? Почему они все время говорят, что они упали, они разбились, а вы не верите? Вот Нет, что? то, что они падали по дороге. Нет, они вот все травмы получили, и, собственно, Все, да. мы абсолютно убеждены. Представляете, вот Да, мы есть, конечно. по Там... ботинкам с трудом ходили там. Уже потом нам привезли какие-то, ну типа пошлых, там несколько каких-то самоделок делали. Очень трудно было ходить. Вы считаете, падали и получили травмы? Ну, наклон, все выдутое, обледенелые склоны. Ну, если друг на друга еще падают. Вот один, а потом на него второй. Ночь, бегут безумно, скользко. А везде торчат из этого наста. Там, мы все говорим, вот вы были на презентации? Я был. Встал этот Малютин и говорит, я вам дам бульдозер, сумеете сделать там лавину? Мгм. Там же все выдутое такое, нас такое, значит, везде. Почему мы все вот против? Потом снег мог там выпасть, действительно. Но когда мы были на поисковых работах, вот, все было уже сдуто. И бежать там, конечно, вы будете падать, и везде камни торчат. Это же Что как-то вот мне говорят, в общем, у нас... вот, заслушайте на склоне, ну, руки везде. подставишь. Даже если на склоне, Но тем более. вы можете вот так упасть, и так упасть, и все. Падал, я вот тут на бис у них упала. Петр Иванович, я сейчас хотел спросить, Я не могу вас убедить, значит. там были В солдаты? принципе, Вот нет, это- вот вот я спросила, я... там Мы были были... абсолютно убеждены в то Что время, они просто что они разбились при падают. спуске, А да? что за причина? Что за причина? Мы были в полном недоумении. Более того, Иванов сам понимал. Строил всякие предположения. Нас же спрашивал. Мы все старшекурсники, пятикурсники, альпинисты, но студент технического вуза. Вот. Он с нас тоже спрашивал, что это могло быть. Нам в голову не приходила какая-то техногенная версия, что-то. Мы не понимали. Вы еще, Ну, вы еще, что вы конечно, знали. говорили? Вы еще не знали, что Да. там две остальные люди. Да, и потом мы, Четвертый. значит, вот какая мысль была, что в то время
Слушайте, неужели вот в этом не взрыв? Говорю, нас же тогда так шпиговали, это гражданская оборона, что это такая страшная вещь. Мы говорили, ну если бы это был атомный взрыв, здесь были бы следы, потом нас вряд ли бы сюда пустили. Вот мы с тобой разговаривали на эту тему. Ну и вчера через ход бы вылезли, наверное. И Все-таки. поэтому мы были в полном недоумении, так же, как и Иванов. А потом Иванова вызывают Мгм. в Свердловск, и он был общительный с нами, он обменивался. И все, он уже больше не вернулся сюда, хотя сказал, я через пару дней вернусь. Он больше не вернулся. А те люди, которые с ним пытались, я не пытался, я слишком мелкая сошка в то время был, а Масленников, вот Сильвот, значит, пытались к нему пробиться, он уже отгородился, и никаких разговоров, все, То есть никаких ощущение разговоров. такое, что у него какое-то больше было впечатление, что Ему дали рассказали, да? понять, ему дали понять. А вот у вас не было такого ощущения, вот, ну, находились солдат, какие-то милицейские люди, ну, с вами вместе, может быть, КГБ там вот эти люди, что вас как-то изолировали, старались, чтобы Нет. куда-то не подпускали. Было такое, Нет. что вот сюда не лезьте, сюда не лезьте? Нет, этого не Не было. было точно. Это- Абсолютно. А вот чувство, что... Можно я тоже вопрос задам? Я тебя привел. Вот все-таки тоже сейчас заговорили, да, что вы сторонник техногенных каких-то явлений там. Но вот, ну вот две маленькие детали, да, но, может, важнейшие. Вот упавший фонарик, да, выронили и не подняли. А в условиях темноты это вообще как жизненно важно, да, вот. Тем более вы рассказываете, слушайте, вот почему? Пусть, ладно, упал, повредил, тут фонарик. Ну, товарищи, вы должны были знать. Да он просто потух, да и все. Почему потух? Он найден в работающем состоянии. Не работает, он потух, вот упал. Ну, одно дело организованное отступление, как говорит Буянов, и другое дело страшное паническое бегство. Вот и все. Ну, вот я к тому и говорю. Инстинкт самосохранения только толкал это наружу. Ну, что-то за Всё. причина, которая вот даже вот такие моменты, это поднять Мы-то фонарь, это одна секунда. Я думаю, что он не мог потухнуть, потому что ничего не двигается, а сломанный механизм, а лампочки. То есть явно он Стрясённый. Ну, если, говорит, зажегся, значит, он зажегся. Нет, это тот, который на палатке был, а тот, который валялся на снегу, он был включен, но уже жизнь не да, подавал. то есть он упал, Упал. и продолжал работать скорее. Да, продолжал Иначе работать. батарея бы села бы. Он продолжал работать, значит, он светился, никто его не так видел. Ночью его можно... И это неорганизованный отход этого панического бегства. И это мучило всю жизнь. Что это могло быть? Тем не менее, это что-то сверху, выносящее раз. Это потом закрытость этой темы не позволяла. Значит, только вот кухонные разговоры. Не было же возможности такой обмениваться впечатлениями так публично. Потому что вызывали людей. Вы чего там? Все-таки было. А вы подписку тоже давали вот эту? Я лично нет. Наша альпинистская группа никто не давал подписку. Не просили с вас? Нет, вот нет. То есть не поголовно. Я думал, всех поголовно предоставили. Нет, Саша, а за что? Они ничего такого Не, ну не другие давали видели. подписку, я подумал. родители точно знаю давали. Мгм. А Вот и некоторые из студентов, которые первыми туда прибывали, вот вроде бы еще давали подписку, но опять не точно. Те, которые в мае участвовали, когда их Ну, понятно, те, кто что-то видел. Нет, кто с делами связан? Ну, с делами, Да. с Тимсом, В начале и в конце. Да. А вообще, как вы думаете, вот у вас было бы, тут вы сказали, было ощущение, что студентов ценили. Все-таки они как бы на фоне солдат были бортовитые ребята, да? Да. То есть на поисках вы были там, ну вот все говорят, а что бы не заменить солдатами? Все говорят, студент умнее, а если он кто-то найдет, вот тогда он даст подписку. Не, ну это Так потому, было, что получается? поиск организовал все-таки наш институт. Он мог организовать, а потом бы... Первые туда заброшены. Понятно. Это ж потом, в связи с масштабностью этого мероприятия, вовлекли в Уральский военный округ, и вот там появился. Ну, да, ну вот было мнение, И почему... второе, брать? что у нас студент, Да, в чем? это вот если Дело в не том- только мешает, они, по-моему, это очень Никто неплохо. ничего в этот момент не понимал. Никто не знал, что это что-то секретное или что-то. Никто не увязывал это. Ну вот тоже, опять же, есть... Кроме тех, кто следователи, там что-то, вот они, те, кто люди брали подписку, это же какие-то конкретные люди, они откуда могли появиться? Это из органов КГБ, МВД, помнишь? Петр Иванович, а еще не были бы попытки у фонда найти
из поисковиков не только студентов, а вот и солдатиков из этих. Ну, кто-то что-то побольше бы, может, вспомнил. Может, у них вообще свои какие-то есть. Нет. Может, вообще не было ощущения, что вот солдаты знают больше, чем вы. Солдаты, летчики, вот что-то, вот кто-то другой. Ну, Ну, ощущения этого не было никогда, что-то То они есть знают больше. А то вы как-то сказали, они изолированы вообще. Мы Они... разговаривали с ним в одной палатке, Да, ели вместе. Мы просто на работу уходили своим отрядом. тут все как одинаково, да? были разные все. Да, Студенты у них с свой такими не став. копались. У них своих версий каких-то не было, вот свое что-то предположение, вот они, может быть, из-за военного. То же самое. Они, более того, они к нам подходили, ребята, что тут такое? Вот?» А вот кроме солдат милицейских, был все состав из МВД СССР? Нет, ну, От Чернышова-то вот, ну, из я лагеря. их не застал, это где-то ладно. следовательское. Нет, они тоже как бы... Солдаты. Железнодорожники, да, у вас были? Нет, они солдаты это внутренних войск. Вот так. Значит, охранники. То есть там были, говорят, Да. железнодорожные войска, которые где-то какую-то Какой-то ветку момент. В тащили. какой-то момент. Ага. Вот с нами были обычные солдаты внутренних. То есть там еще и солдат разных Да. давали. И то от одной части, самое то- удивительное, что они мы-то были в ботинках, там интересно, Мгм. да, в ботинках. Ну, как по-туристски, у нас бахилы такие могучие были, одеты. И мы вот, и у нас не было. Валенки мы все имели с собой, но они как средство работы там. Хотя и мы были дни, когда мы в валенках работали, когда холодно было. Вот. Но чтобы вечером в ботинках тяжело, пришел, переоделся. И уже вот в лагере мы все в валенках были. А на работу мы шли обычно на лыжах с жесткими креплениями, поднимались туда наверх, подходили к этой вот раскопу, где палатка была, снимали тело. А они в валенках и на лыжах с мягкими вот этими креплениями. Удивительно было. И они уходили на работу раньше, а мы их обгоняли запросто. Тогда же вот этот перевал надо было взять все-таки. Там далеко, конечно. Там, Мы что же вот... там километра полтора. Да, подъем. меня тоже это утомляло. Каждый день туда идти, пока дойдешь, вы... Вы были поисковым? Или Нет, нет, мы были с Кунцевичем в этом году. летом. Юрий Константинович. Летом. И каждое утро вот я так уставал, чтобы туда добраться. Не молоденький И чай. потом обратно еще. Мне просто время было жалко. Поэтому вот такие Ну, драта. вот надо было Я вот в подняться. фильме И там... мы их обгоняли. Почему? Потому что мы можем вот так вот елочкой подняться, где-то где покруче, так боком-боком. А у них эти мягкие крепления. Ну, вы представляете, на лыжах, на валенках, с мягкими креплениями, на лыжах подниматься, притом внизу еще заснежено. Они были А откуда-нибудь. когда они выползали на вот этот уже совсем сдутый снег, да, где нас такой, да вообще у них вот так вот все ходит. А вот снегопады не при вас начались, вот когда слишком много навалило снегу, да? Нет, Вроде это бы вообще- до мая. вообще Не были. очень было много... вот при нас не было А снега. был вообще глубокий такой снег в районе Да, Кедра? вот это Откуда его столько навалило-то, вы вообще понимаете? Ядра везде. Туда Так- залезть невозможно было в снег. Вот он за какое время он успел нападать столько? Нанастил 3 метра снегу. Петр Иванович, да, вот этот вот вопрос. Мы тогда пришли, я Концевича спросила, слушай, ну Я- почему вы не искали? Вот слушайте, Вот, видимо, снегопады какие-то были. я вот показываю, я говорю, вот это я. Вот щуп, вот там стоят люди, вот он с такой высоты его хвостик здесь, он начинает туда вдавливать. То есть был уже Да. был до вас. Я в ваше стою, время? так Полный вот этот вот набор. вот и я в стою, марке. да, и вот щуп я загрузил его до конца, там видно. Это на прям склоне, да? фотография, да. А внизу-то там вообще... Вот это в том месте, где я спорил, что это не рядом с палаткой. Это нас, жуткий нас был. Мгм. А это ведь тоже склон, вроде бы, казалось бы, тоже должно Кстати, сбывать. я застал эти столбы, потому что там снег выпал, а его сдуло. Вот тот момент, когда мы там оказались, и остались в виде столбика. Видишь, людей остались, да? Существовали, вы не помните? Или Ну, вы уехали, они... да Как они нет. жили так на ваших глазах, столбики эти? Они Так как они бы и оставались жили. или их стоптали? Она Или- постепенно сдувала. Мы, например, относились к ним бережно. То есть мы всегда приходили здесь и обходили, Ага. обходили. И они все-таки оставались, или они на ваших глазах Ну, подточились? немного ветер-то все-таки работает, он сечет там все. Вот, 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 а вот тут- есть такая чудная штука, как сальтация. Вот она их, по идее, сгрызть должна. Да, потихоньку сгрызал. Да. То есть, когда мы пришли, они еще хорошенькие были, столбики уходили, откончали работу, они уже так. То есть у вас 5 марта, и когда вы уехали?
Вот считайте, что я помню, что было 2 недели ровно. Ну, то есть за 2 недели они вас подточили, да? Отточились, да. Учиться, не знаете, где вот все так спалось. А погода была, вот что мы работали, практически ни одного солнечного, ну, был там один более-менее солнечный день, а в основном мглистая погода такая, знаете, ветра нет, но мгла такая стоит, и морозик как градусов 10, уровня, не то что 16, градусов 10, и мглистая такая, без снега. А у вас был какой-то порядок? Вот вам, допустим, дали указание, вот здесь, чтобы вам проработать. Да, Ага. Кедру пошло. вот, То вы и там были? нет, Со щупами-то вот. нам поиском. со солдатами четко разделили. И Мгм. были вешки, которые мы Мгм. там ставили, чтобы знать. Вот, Пройден. Здесь да, пройдено. мы должны были, вот, сейчас не помню, сколько. Вам размеряли участок? Да, размеряли уже, вот приблизительно на таком расстоянии. Мы здесь сейчас проработать метров 50 вниз, да? Ну а склон-то ведь шире. А этот То есть вы шли по Вот мы, вот там, до этого, простите, то есть вот это может туда. а там И когда деревяшки эти торговали уже или не вот тот берег притока воды. там я в лесе такое. Ну да, вот оно и сейчас там. Да. Причем оно уже было, но не выросло вот за 50 И мы сколько могли метров в день? Ну, метров 50-70 проходили, потому что нам было дано указание. 5 тычков на квадратный метр. А вот это тут воткнуть его, Там покрутить еще надо было, да? там почувствовать это тело, или ты в камень ударяешься. Мгм. А ручей? Это адский труд, скажу. И вот мы там работаем час, работаем, песню отдохнем. То есть Сон, да. система была? Да. Система, прямо по системе вот так шли. Потом мы где-нибудь там поедим. И вот это место вам проходили вообще, вот, ну, где вот это, все-таки потом То место, нашли? которое Вам шипов не их хватило, да? Которые вот их позже Да. нашли. Четверку, да. Нет. Вот если это левее, то там вот точно не Ну, проходит. их Левее? группа не ходила. Когда Они вниз прям идем, 2 то недели. левее. От кедра, недалеко от кедра, вроде как. Недалеко от кедра, где-то там нам рассказывали, что там прорубили тоннель, ну, какую-то траншейку такую, что там по следам иголкам, значит, Манси попытался найти, и вот они Левее, наткнулись. это дальше получается еще? За Ну вот кедр? когда мы идем, да, дальше кедр влево. А там сильно проваливались? Вот вы когда приехали по пояс, Ну, пока до кедра идешь, то ты не проваливаешься. Просто вот мы идем в ботинках, не проваливаемся. твердый наш был, да? Мы ни в каких, вот его видно на фотографии, ну в обуви все стоят. Так и мы, а как только подходишь к кедру, буквально и раз, и погружаешься в этот снег. Дальше уже двигаться. Вы каждый день в этот кедр на перевал и в палатку, да? Вот так это не 1,5, это там уже все 3 километра получается. Нет, это я говорю, с одной стороны, да, на перевал забраться. Ну, у вас 6 километров лишнего хода было каждый день. Ну, где-то вот, ну да, Ну да, туда, нет, ну обратно. в первые это дни мы тут Ну, при вас лагерь там не делали еще, вот потом второй Потом лагерь. потом был поставлен в апреле. Ну, А все-таки почему вот ставили с лагерь? следами-то можно я вопрос вернусь? Мне вот Муса Кудрявцева непонятно насчет там то, что 2 следа пересекающиеся.